Ребята, этот выпуск получился достаточно объемным, поэтому я думаю, он заслуживает вашего лайка и комментария. Ну а мы начинаем. Да, 100 тысяч рублей большие деньги, и не каждый сможет позволить себе потратить их на компьютер. Однако, если вам нужна действительно производительная платформа, то придется потратиться. Зато с такой мощной и производительной системой вы сможете позволить себе многое. Играть во все современные игры, такие как GTA 5, Fallout 4 и Witcher 3 и другие на ультра настройках, да еще и стримить все это, или же записывать для дальнейшей обработки. Поэтому давайте скорее перейдем непосредственно к выбору комплектующих. Итак, начнем с процессора и системы охлаждения для него. Я думаю, топовый i5 нам подойдет. Переплачивать за i7 смысла нет никакого, так как производительности в играх он практически нам не добавит. Его плюсы раскрываются в специализированных программах для обработки фото и видео. Нам же с большим запасом достаточно Intel Core i5 7600K. Частота 3800 МГц, сокет LGA 1151, который к тому же можно разогнать, что даст дополнительный прирост скорости. Благодаря современным материнским платам разгон не отнимает много времени и сил. В них уже встроены некоторые схемы разгона. Охлаждать камень будет кулер Deepcool Assassin 2, который вполне годится на эту роль. Это один из хороших вариантов для охлаждения. Если в вашем магазине нет конкретно этой модели или она вам не нравится, то вы всегда можете взять что-то похожее. Основа любого компьютера — это материнская плата. От качества ее изготовления многое зависит. В наш компьютер за 100 тысяч рублей мы должны поставить материнскую плату с хорошей элементной базой от проверенного производителя с хорошим комплектом поставки. Сокет Kaby Lake 1151, само собой DDR4. Все самое современное в наш компьютер за 100к. Важным критерием является возможность разгона процессора и памяти. Только Z-серия отвечает этому требованию, что значительно сужает наш круг поиска. Asus ROG Strix Z270F Gaming будет хорошей основой. 3 слота PCI-Express X16, USB 3.0, SATA 6 гигабит в секунду и возможность смастерить RAID массив. Это лишь немного из того, что предлагает эта материнка, но самое главное — это хорошая элементная база, цепь питания процессора и все необходимые технологии для его качественного разгона. Очень рекомендую эту модель. Оперативная память. Здесь критериев не так много, хотя выбор самих планок достаточно широк. Материнская плата поддерживает частоту памяти до 3866 МГц. Это очень много, и далеко не все планки дотянут до таких высот. Оптимальным вариантом будет взять память на 2133 МГц и разогнать ее самостоятельно вместе с процессором. Можно спокойно дотянуть до 2400 МГц и выше. Если покупать оперативку сразу на 2400 МГц, то велик шанс, что это та же планка, что и на 2133 МГц, просто разогнанная на заводе, зачастую и уже с повышенным напряжением. Можно взять, к примеру, Kingston HX421C14FBK2 с напряжением всего 1,2 вольта и хорошими таймингами. В принципе, вы можете купить себе любую оперативную память, главное, чтобы она была DDR4. Дальше уже все зависит от того, что есть в ваших магазинах. Также можно взять память от AMD, Kingston и Corsair. Главное, смотрите, чтобы она была в списке совместимости с материнской платой на официальном сайте последней. Вот и самый важный пункт сборки. Я специально немного экономил на других деталях, чтобы нам хватило на GTX 1070. Это топовая карта на сегодня. Она еще очень долго будет актуальна. Как долго оставались актуальными, например, GTX 970, которые и сегодня потащат все игры на ультра настройках. Эту же карту мы берем с запасом на будущее. Я взял Asus GeForce GTX 1070 с продуманной системой охлаждения и неплохими начальными частотами. Далее их можно повысить, благо запас имеется. Кулеры на ней не будет слышно в нетребовательных играх, но при нагрузке, конечно, она даст о себе знать, хотя гул будет в пределах нормы и не помешает вам. Также можно взять версию от Gigabyte или MSI, тут уже смотря, что будет у вас в магазине. Возможно, ее вообще придется заказывать и ждать доставки, если вы живете в некрупном городе. Но поверьте, она того стоит. Любые игры будут идти без проблем на самых высоких настройках, так как это одна из последних моделей топовой 10 линейки от Nvidia. Жесткий диск. Если относиться к этому пункту со всей ответственностью, то нужно выбирать надежный жесткий диск объемом не менее 1 терабайта для файлов и быстрый твердотельный SSD для системы, программ и игр. Именно так мы и поступим. На роль обычного жесткого диска для фильмов, фотографий и музыки я бы взял Western Digital VD Red на 2 терабайта. Кто-то предпочитает диски Toshiba, кто-то Seagate, тут уж ваша воля. Я привык доверять Western Digital. На роль быстрого и бесшумного выбран Samsung MZ75E 250BV. За то время, сколько он выпускается, уже успело накопиться много отзывов и обзоров, которые показали эту модель с хорошей стороны. Также здесь рулят Intel и Adata, но не все. Блок питания я взял Cooler Master G650M на 650 Вт. Имеет бронзовый сертификат 80+, что говорит о хорошей элементной базе. Напряжение
напряжение не будет проседать, а его КПД выше 90%. Есть отстегивающиеся провода. Не думайте, что 650 Вт будет мало для нашей системы. Видеокарта, которую мы выбрали, потребляет всего около 150 Вт. Вам ни к чему киловаттные блоки. Они для энтузиастов, которые собирают системы с двумя видеокартами и больше. Его мощности хватит даже с большим запасом, так что вылетов можно не опасаться. Чтобы выбрать корпус, нужно руководствоваться размерами видеокарты и высотой кулера на процессоре. Наша видеокарта имеет небольшую длину, всего 24 см. Это немного по современным меркам, особенно для топовой модели. Высота системы охлаждения процессора 14 см, тоже скромно. Поэтому можно не смотреть на Full Tower, которые стоят достаточно дорого, Midi Tower вполне вместит все наши компоненты. Нужно лишь выбрать модель с продуманным кабель-менеджментом и продуманной системой охлаждения. Например, Cooler Master Master Case Pro 5 как раз подходит. Я понимаю, что этой модели может не оказаться в вашем магазине, поэтому жестких рамок не задаю. Эстетика тоже решает, так что смотрите и на практичность, и на красоту. И на самом деле это все важно. Если кулеры системного блока будут гудеть, это будет вас раздражать, так как они будут шуметь всегда, а не как видеокарта, только под нагрузкой. Если блок питания будет сверху и не будет дырок под кабель блока питания, то провода будут по старинке, по всему корпусу, что помешает потокам воздуха, и компоненты будут перегреваться. Отнеситесь к выбору корпуса серьезно, так как это не просто коробка, как некоторые считают. Вот мы и закончили собирать компьютер за 100 тысяч рублей. Он получился производительным, и его вполне хватит на 5 и более лет вперед. Сейчас несколько тестов данной сборки в современных играх. Вот теперь точно все. Собрать компьютер самостоятельно очень просто. Он похож на конструктор, а все порты и разъемы подписаны. Ошибиться практически невозможно. Достаточно просто быть внимательным и не торопиться. Всем пока!